Одиночный поход в зону отчуждения продолжается. Ночью 5-го дня ко мне на квартиру пришли гости, а утром я отправился на крышу 16-этажки и в детский садик «Теремок», дабы посмотреть на реставрацию семьи Полесских. Но это были не единственные локации на сегодняшний день. У микрофона, как всегда, Мишаня. Желаю всем приятного просмотра. Утром я пришел в детский садик «Теремок». Это один из сохранившихся садиков Припяти, а также здесь находятся две многострадальные реставрации в городе. Многострадальные, потому что их постоянно портят вандалы, а сталкеры в свою очередь убирают следы вандализма. И так по кругу. Я застал это место вновь испорченным, но говорят, что надписи уже давно закрашены. Всем добрый день. Уже третий день в Припяти, и сегодня поутру я пришел в детский садик номер 8 «Теремок». Посмотреть на реставрации, которые Станислав Полесский и Вика Полесская сделали. В общем, заходим в комнату, и что нас здесь встречает? Ого! Друзья, это что-то с чем-то. Посмотрите, как аккуратно выставлены ясли. И вот тут вот себе мирно спят куколки. Это одна из самых лучших реставраций в городе. Наравне с кухней, с тем домом, где стоит телевизор. Посмотрите, сколько плакатов они здесь повесили. Найкрасивіша в Москві Красна площа. На ній мавзолей Володимира Ілліча Леніна. Що ти бачиш на картині? Сіють, малюють, риють, клуб ключ, луки, люди. Буква Ю. Юля, в мене є мала сестричка, Юлі 3 роки, а мені вже 7 років. Скоро я піду до школи, я люблю гуляти із сестричкою. Я катаю Юлю на велосипеді. Ага, это апостроф. Пір'я, рум'яний. Наша сім'я складається з 5 чоловік. Тато, мама, сестра Мар'яна, бабуся і я. Мар'яна вчиться в інституті, я ходжу до школи. Увечері вся сім'я збирається у великій кімнаті. Ми п'ємо чай, розмовляємо. Блин, ребят, залипательно вот так вот постоять, почитать. Мало уметь читать, надо уметь думать. Вот такие вот дела. Детские кубики. Посмотрите, насколько они сохранились с того времени. Вот из этого можно было выставить разные слова. Сейчас. Поставим все на место. В общем, друзья, вот такая вот комната с реставрацией. Будете в Припяти, обязательно посетите этот садик, но, пожалуйста, не вандальте. Посмотрите, ну вот написали они вот эти вот нецензурные высказывания. И что, из этого им стало легче, им стало круче? Надо же пропиарить АВО. Кстати, предлагаю посмотреть на другие помещения Теремка. Гласный, твердый, согласный, мягкий, согласный. Буквы служат для смягчения согласных и обозначают один звук. Это уголок родителя. Для вас, родители. Меню и занятия. Ребят, Теремок один из самых лучших садиков в Припяти. А на первом этаже Теремка есть еще одна реставрация. Стоит только поискать. Нет, ну точно не тут. Ого,
Господи, дальше его разрисовали. Ну что за люди? Вандалы хайп-видео. В теремке особо ничего не поменялось. Видите, они ничего не разрушили. Это радует. Тетрадь для письма в подготовительных классах. Бакун Лены. Короче, ситуация следующая. Сидел сегодня ночью, отдыхал, спал и проснулся от того, что кто-то поднимается по подъезду, и, представьте, пришла группа сталкеров. Собственно, сейчас вот так вот выглядит квартира, полностью битком забита. То есть сегодня в город пришло человек как минимум 5. Вот так вот ребята пошли гулять по городу. Сейчас мы обменялись номерами телефонов. Я соберу рюкзак на случай, если ребят принимают, чтобы мой соло-поход не закончился вместе с товарищами-сталкерами. Я соберусь и перепрячу вещи по-быстренькому вот в ту сторону, куда-то в подъезде, пересижу. Кстати, посмотрите на балкон. Он здесь выложен полностью из вот такого вот декоративного камушка. Придает ему такой интересный и отличающийся вид от всех припятских домов. А вот это наш балкон. Тут стоит вот такое вот кресло, на которое можно облокотиться. И сидеть отдыхать. Вчера я, кстати, так и сделал. Сидел тут 2 часа на этом кресле. Фон тут вполне себе в порядке, поэтому не стоит переживать. Вообще в Припяти фон, наверное, один из самых чистых в зоне. Именно 10-километровый. А говорить о 30-ке, то там практически везде норма. Поэтому в зоне сейчас получить опасную дозу практически нереально. Это разве что на левом берегу, в том же Замовище, о котором я вам уже рассказывал. А вот эта вот вещь называется сушилка для белья. Но тут сталкеры сушат вещи. Именно те, кто знает об этой квартире. Пришел на речку. Сейчас впервые за столько времени наконец-то окунусь. Заодно тут можно и постираться. Я все так же не изменил свое мнение касательно купания в реке Припять и в остальных водоемах Чернобыльской зоны. К тому же, в те дни река была единственным спасением от знойной жары. В общем, помыться на реке знойным летним жарким днем. Я же себя человеком начал чувствовать. Искупался весь чистый. Это озеро Семиходский Старик. Когда-то оно было частью реки Припять. Вот прямо в той стороне за насыпью идет пойма реки. И все это сюда притекало. Но в 1986 году на этом месте соорудили что-то типа насыпи из гальки. Видите, вот такими вот камушками насыпали, чтобы отделить это место от реки. Мне кажется, где-то там на середине озера вот этого даже может валяться зараженная радиацией техника именно на дне. Но все это давным-давно закопано илом. Радионуклиды тоже осели давным-давно в иле, поэтому я думаю, особо переживать за то, что тут можно навредить своему здоровью, просто искупавшись, не стоит. И
Если честно, непонятно, для чего вот это вот предназначалось. Типа как ковчег, то ли ковш, которым насыпали вот эту вот насыпь. То есть это все сделано искусственно в 86 году. А вот с этой стороны что-то типа буйка. Сделано это для того, чтобы отгородить, насколько я понимаю, эту часть от реки Припять. Это уже навеивает на мысль о том, что что-то там-то таки есть на дне этого озера. А вот с этой стороны идет нормальный приток реки Припять. Вода просто чистейшая, бирюзовая. Просто класс. Река Припять — одна из лучших рек Украины. И как жаль, что она попала в зону отчуждения. По возвращению на квартиру там уже были мои новые друзья. Влада я уже знал, мы познакомились в прошлом походе, а с остальными ребятами я познакомился уже в этом. Все такое маленькое. Сейчас мы движемся в сторону центральной Припяти. Познакомьтесь, это Владосич, забыл вас познакомить. Привет, Оксана. Сколько у тебя, ты говоришь, походов? 22. Это 22 уже. Вот, представьте себе. Настолько человека зона отчуждения не отпускает. Да. Болезнь. Как наркотик. Не знаю, хороший он или плохой? Я думаю, хороший. Где-то золотая середина по-любому есть. Я думаю, мои ноги думают, что он плохой. Ага. Значит, какой план экскурсии? Мы идем сейчас в 3-ю школу, в медсанчасть и в центр города. Все это надо будет зацепить, не спалиться. И еще потом мне вернуться на квартиру и не приняться. Ребята пойдут на выход. 2 близнеца. Сегодня на крыше одного из них я уже бывал. А мы держим путь в сторону 3-й школы. А также, возможно, пойдем на бассейн Лазурный. Сегодня уже в той местности я видал 3 сталкеров. Правда, они не хотели, чтобы я их снимал. То я пошел сразу же в детский садик Теремок. После чего на обратном пути иду по этой улице, за мной подбежало 3 полицейских. Главный плюс Припяти — это нужно знать тропе. Я вот так вот на тропинку убежал, и все. Они меня уже там не нашли. Улицы Припяти за 35 лет превратились в полноценный лес. Просто посмотрите, тот молодняк, который когда-то здесь был высажен вдоль улицы, а Припять была довольно зеленым городом в то время, сейчас без ухода превратился просто в настоящий лес. Чтобы вы понимали, пределы города мы не покинули. Вот знак перехода и фонарь. Добро пожаловать на территорию 3-й школы. Говорят, по сохранности она одна из лучших в городе. Мы уже с вами в рамках проекта «Путеводитель по Чернобылю» бывали в 5-й школе. Теперь заходим в 3-ю. В этом походе я, кстати, отснял очень много садиков. Как минимум 4 садика в Припяти, поэтому вас ждет много интересных локаций в этом замечательном городе. А вот и, собственно, сама школа. Средняя школа номер 3, Припять. Ну, сама галерея школы оставляет желать лучшего. То есть тут вообще ничего не осталось. Ну, возможно, внутри самого здания много будет чего интересного. Ну, на входе в коридор выставлено очень много противогазов. Просто посмотрите. Мероприятие по экономии и бережливости. Первое. Провести комсомольские собрания по материалам
12-го съезда ВЛКСМ. Создалась наша партия, чтобы брать лучших партий, создать. Владимир Ильич и в ссылке много работал и писал об этом статьи. Статьи нужно было перенаправлять товарищей. Ты навидишь, товарищ чужой? Вы все в школе. Друзья, посмотрите, тут даже лампы остались. Вот такие вот припятские. То есть все это дело цеплялось вот туда. Сколько книг осталось с того времени? Действительно, школа одна из самых сохранившихся в Припяти. Сама школа находится вот в таком вот состоянии. То ли это матрасы, то ли подушки какие-то выпотрошили. И весь коридор засеян всем этим. Мы тем временем подходим к знаменитому колесу обозрения. Иностранцы лезут на верх колеса обозрения. Мы их подождем тут снизу. И такое в Припяти бывает. Встречаются сталкеры, потом гуляют весь день, разбегаются кто куда и дальше занимаются своими делами. Ну что, пацаны, как вам Припять? Понравилось? Просто, да, понравилось. Каждый поход нравится. Да. Каждый поход уникальный. 1,5 года не было, нихуя знает. Приду, наверное, еще через столько. Да. Ты обязательно сюда вернешься. Зона, она заманивает. Боже, блядь, это, знаешь, уже отсылка на сталкер. Да? Все, кто сюда хоть раз приходил, все. Что ты мне смешно? Сними меня, как я тебя. Приветствую. Мишаня на связи. Позже мы запустили карусель в парке аттракционов. Сталкеры часто на ней катаются, и что самое удивительное, за столько-то лет конструкция до сих пор крепкая, так что карусель мы не повредили. Медико-санитарная часть номер 126. Сюда в ночь после аварии привезли первых пострадавших с атомной станции. Кстати, заметьте, что двери закрыты еще с 86 года. То есть их как тогда закрыли? Да? Смотри. Вот, закрыто. И рабочие выбили здесь окно, получается. В то злосчастное утро родственники пострадавших сидели тут в коридорах. Тут даже сложно представить, что происходило в этой медико-санитарной части. Многих не пускали, а в коридорах, собственно, в палатах находились пострадавшие. Посмотрите, с 86 года дерево таки тут стоит. Уже 35 лет этому дереву. Есть также в больнице радиоактивный артефакт из подвала. Наследник реактора, который тушил пожар, тут лежал раньше. Предупреди туристов, покажи им это. Ну что? Зашкаливает сразу. Несмотря на то, что подходить к таким артефактам опасно, много легальных и нелегальных экскурсоводов водят сюда туристов. Те, в свою очередь, смотрят на это с большим интересом. Хорошо это или плохо, решает каждый индивидуально. В рамках моих экскурсий мы посещаем такие места, если туристы того хотят. Показываю. Сюда. В остальных помещениях медико-санитарной части фон колебается от нормы в 30 микрорентген до 100 и больше. Оно и не удивительно, ведь на утро 26 апреля больница принимала первых пострадавших с атомной станции. Большинство пожарных и операторов Чернобыльской атомной из-за нахождения вблизи к разрушенному реактору сами излучали радиацию. Посмотрите, вещи еще с того времени. Все это как тогда оставили, так оно здесь и валяется.
и табличка о вреде курения. Самое главное, шторы сохранились в больнице. А вот это жидкость для инъекций и разные прочие препараты. Смотри, еще одно дерево. Мне кажется, в роддом тут заходить стрёмно. А ну реально тут с 30 годов? Да? 6. Таким слоем пыль уже укрылась. Ну. 6. Да, это обычная пыль. Тихо, можно проверить. Не, чистая. Чистые? Пошли еще посмотрим. Чистая. Ты знаешь. Ну, побайте. Ага. Довольно. С наступлением сумерек сталкеры покинули Припять, а я отправился домой. И еще один день в мертвом городе завершился. Чернобыльская атомная в вечернем зареве. Ребят, то ли полиция, то ли сталкер. Честно, непонятно. Доброе утро. Кажись, 5-й или 6-й день в зоне отчуждения. В общем, я нахожусь на квартире. И опять я остался один. Значит, план сегодня таков. Я иду на ПМК с целью отреставрировать одну из квартир. Это будет такая маленькая реставрация. Типа повесить шторы, убраться. Ну, в общем, увидите все сами. Ну вот, тюль. Занавеска и вроде бы еще одна занавеска, насколько мне не изменяет память. Пока что кипячу воду на чай. Вчера я приготовил себе гречневую кашу, а также иностранцы, ну и мои хорошие знакомые оставили мне много ништяков в виде зефирок, консервы, семечек, хлеб, колбаса, шоколадка. В общем, много чего мне оставили. Это чили с мясом. Я и так все не съем, остальное я оставлю сталкерам, которые приходят на эту квартиру. Надо будет еще придумать, где это все запрятать, потому что хата, наверное, это спалена. Я понял это по следам собаки на матрасе. Вот тут след, и где-то тут еще один был. То есть непонятно, как собака могла в одиночку сюда попасть. Это точно Нацгвардия, наверное, была. Что-то слишком много авиаэкскурсий сейчас в зоне отчуждения. То ли они подешевели, то ли у людей деньги появились. Ну, в общем, отвалить 20 с чем-то тысяч гривен, это почти $1000 за то, чтобы просто полчаса полетать над зоной. Ну, такое себе удовольствие, если честно. На разок пойдет. Только что созвонился со вчерашней группой, которая пришла сюда на квартиру. В общем, Владосича и всю группу приняли прямиком возле выхода из зоны. Неприятная ситуация. Ехала машина прямиком по центральной дороге. Они ее заметили заблаговременно, ушли в лес. Но, как Влад мне объяснил, видимо, с машины полиция тоже заметила их. Остановились и пошли в сторону, куда они убежали. И так вот их поймали. В общем, ситуация реально неприятная. Вот так вот подойти к колючке почти за 2 километра и пойматься. Шестой день в зоне я провел на одной из кухонь. Целый день я таскал разные атрибуты быта того времени в одну из квартир, дабы приблизить эту кухню к облику Припяти, когда ее только покинули. Все это было сделано в одиночку, и я могу представить, что бы получилось, будь нас двое или больше.
Я считаю, что именно так должны выглядеть сталкерские квартиры, вместо хаотичных лежанок и гор мусора. А вот 7-й день выдался насыщеннее, чем предыдущий. Я ожидал своего товарища Серегу, который вел группу сталкеров. Когда мы объединились, то первым делом пошли смотреть основные достопримечательности города. Центр, причал. Также мы открыли для себя новую локацию – спецпрачечную. Что-что, а в утреннее время летняя Припять особенно завораживает. Также это время немного романтическое. Это, пожалуй, лучшее занятие как для тех, кто пришел сюда впервые, так и для бывалого сталкера. Здесь же мы встретили еще одну группу сталкеров. Они жили в этом доме. Была полиция. Нахуй ты с камерой стоишь, блядь? Это городской причал. Раньше на этом месте находился дебаркадер, который служил своеобразным мостом, по которому от причала люди переходили на теплоход. Отсюда курсировали теплоходы рейсом Киев-Чернобыль-Припять. Красота. Витраж, который находится в кафе «Припять», одна из лучших композиций в городе. К слову, администрация зоны готовит реставрацию этого объекта. Насколько я понимаю, будут проведены работы по восстановлению только витража, а не кафе целиком. Следующий объект – спецпрачечная. Прачечная – относительно недавно заброшенный объект в Чернобыльской зоне отчуждения. Всего в Припяти было 2 рабочих предприятия – прачка и станция вторирования. Сейчас в городе остался только 1 рабочий объект. Спецпрачечная использовалась предприятием ГСП ЧС. Скорее всего, эта прачечная не отличалась от обычных прачечных в наших городах. Здесь стирали вещи и средства индивидуальной защиты, о чем нам говорит сама табличка на входе в цех. Правда, непонятно, какой транспорт тут дезактивировали, возможно, отмывали колеса от радиоактивной пыли. Хотя, откуда в современной зоне радиоактивная пыль, остается загадкой. Прогулку по Припяти мы продолжили ночью. В это время снимать на видео очень сложно, но вот фотографии никто не отменял. Идем по дороге из Припяти и увидели много красных фонарей. В общем, толпа сталкеров идет в нашу сторону, а мы к ним. Сейчас пересечемся. Ребята испугались нас. Идем в наступление. Да. Немецким маршем. Светомузыка. Добрый вечер. Добрый вечер. Ви знаєте, де ви знаходитесь? А ви де знаєте, знаходитесь? Привет.
Мишаня. О, какие хорошие музычки. Привет. Привет. Як ваши справи? Нормально. У вас как? Заебись. Вы на Припять? Да. А вы? С Припяти. Там, кстати, сейчас это самое, более-менее спокойно. Да, ментов нету. Мы там их напугали. Да уж, насыщенный на встрече поход был. В общей сумме я встретил 6 групп сталкеров. Разбились по проводам старые. Оба! Ребят, уровень воды мне по колени примерно. Посмотрите. А еще 2 недели назад мы где-то в той стороне переправлялись. Было слишком много воды. На этом второй соло-поход в Чернобыльскую зону отчуждения подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился и вы оцените его лайком или дизлайком. У микрофона был, как всегда, Мишаня. Большое спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока! Как нас зовут, знаем мы. Сталкер я, сталкер ты. Потеряла здесь наша та.